1883 году мексиканский астроном направил телескоп на Солнце и за 2 дня насчитал больше 3000 объектов, пролетающих мимо Земли. Самый маленький из них при столкновении с планетой дал бы взрыв в 1000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Если бы все они попали в Землю, суммарная энергия равнялась бы полномасштабной ядерной войне, упакованной в 2 суток. Полное вымирание, и ни один человек на планете об этом не знал. Но до этого открытия мы еще доберемся. Сегодня перед нами самые странные события, когда-либо зафиксированные в космосе. Поехали. 10 августа 1972 года жители запада Соединенных Штатов и Канады увидели в дневном небе яркий объект с длинным огненным хвостом. Он пролетел почти горизонтально и был виден невооруженным глазом целых 100 секунд. Туристы в национальном парке Гранд-Тетон даже успели его сфотографировать. Это был астероид размером от 3 до 14 метров, который подошел к поверхности Земли на 58 километров. По космическим меркам это расстояние ничтожно. Атмосфера чуть затормозила камень. Угол входа оказался достаточно пологим, и он просто отскочил обратно в космос, как плоский камешек от воды. Ни одна система слежения не зафиксировала его заранее. Если бы угол был чуть круче, удар по населенной территории дал бы энергию ядерного взрыва. 30 июня 1908 года местные жители и русские поселенцы близ реки Подкаменная Тунгуска увидели голубой свет, пересекающий чистое небо, оставляя за собой тонкий след. Затем небо разорвала ослепительная вспышка, поднялся столб огня, отбросивший красное зарево по всей округе, и ударная волна сбивала людей с ног и выбивала окна за сотни километров от эпицентра. Примерно через 10 минут после вспышки пришел оглушительный грохот, за которым последовали повторные удары. В последующие ночи небо над частью Азии и Европы светилось аномально ярко. На Земле разрушения были чудовищными. 830 квадратных километров леса повалено. Когда через 19 лет минералог Леонид Кулик добрался до эпицентра, он ожидал найти кратер. Вместо этого увидел обугленные деревья, стоящие вертикально в центре, и поваленные стволы, расходящиеся лучами во все стороны. Ни кратера, ни обломков. Почва и древесная смола содержали химический состав, типичный для метеоритов. В 2007 году исследователи связали озеро Чека в 8 километрах от центра с событием, предположив, что это ударный кратер от фрагмента. Однако другие работы утверждают, что озеро старше. Главная версия сегодня – каменный астероид взорвался в воздухе на высоте около 10 километров, выделив энергию в десятки мегатонн тротила. Он никогда не коснулся Земли. 24 января 1978 года жители северо-западной Канады услышали низкий гул, пересекающий небо. Некоторые видели полосу света, некоторые говорили о необъяснимой тревоге, не понимая ее причины. Никто из них не знал, что над их головами падает советский военный спутник с ядерным реактором на борту. Космос-954 работал на обогащенном уране. Советский Союз потерял контроль над аппаратом за несколько месяцев до падения, и остановить его было невозможно. Обломки рассыпались по территории в 124 тысячи квадратных километров канадской тайги. Это площадь больше, чем у многих стран мира. Совместная американо-канадская операция под кодовым названием «Утренний свет» нашла 12 крупных фрагментов. Некоторые из них были настолько радиоактивны, что находиться рядом было опасно для жизни. Но вот что по-настоящему тревожит. Найденные обломки составили лишь 1% от массы спутника. Остальные 99% либо сгорели в атмосфере, либо утонули в озерах, либо до сих пор лежат где-то в канадской глуши, и их никогда не нашли. 22 сентября 1979 года американский спутник серии Vela зафиксировал двойную вспышку света над пустынным участком океана между Южной Африкой и Антарктидой. Это одно из самых изолированных мест на планете, и это делает его разумным выбором для тайного испытания. Конкретный паттерн двойной вспышки наблюдался только в одном контексте – ядерный взрыв. Спутники Vela были созданы именно для обнаружения таких испытаний, и к тому моменту подтвердили 41. Это было предположительно 42-е. Ни одна страна не призналась. Правительственная комиссия заключила, что сигнал мог быть вызван ударом микрометеорита по спутнику в сочетании с отраженным солнечным светом. Другие ведомства провели собственный анализ и пришли к обратному выводу. Подводные акустические системы зарегистрировали звук взрыва из того же района в то же время. У овец в некоторых районах Австралии позже обнаружили аномалии щитовидной железы, характерные для радиационного облучения. Кто взорвал бомбу и зачем, официально неизвестно до сих пор. Вечером 18 июня 1178 года 5 монахов в английском Кентербери наблюдали за тонким серпом молодой луны на вечернем небе. То, что произошло дальше, люди оспаривали веками.
Верхний край серпа внезапно раскололся. Из трещины вырвался огонь, полетели раскаленные угли и искры. Луна, по описанию монахов, корчилась, словно от боли. Затем серп потемнел и почернел. Хроникер Гервасий Кантерберийский записал их рассказ, и он пролежал в архивах сотни лет, прежде чем кто-то воспринял его всерьез. В 1976 году геолог Джек Хартунг сопоставил описание с кратером Джордана Бруно на Луне. Кратер расположен именно там, куда смотрели монахи, и выглядит подозрительно свежим. Длинные яркие лучи расходятся от него, как трещина на стекле. Если Хартунг прав, это единственный случай в истории, когда люди наблюдали удар метеорита по Луне в реальном времени. Но критики указывают, столкновение такой мощности выбросило бы огромное количество обломков, и их дождь падал бы на Землю годами. Ни одного исторического упоминания об аномальном метеорном потоке не существует. Более новый анализ предполагает, что кратеру миллионы лет. Либо монахи видели что-то другое, либо кратер старше, чем выглядит, либо мы упускаем часть истории. 4 июля 1054 года люди в разных точках Земли подняли глаза и увидели на небе два солнца. Китайские астрономы зафиксировали события подробно, арабские ученые тоже. На юго-западе нынешних Соединенных Штатов коренные народы высекли его в камне, полумесяц рядом с яркой точкой. Положение совпадает с расположением объекта на утреннем небе того дня. Европейские хроники странно молчат. Континент находился в разгаре раскола между Римской и Константинопольской церквями, и некоторые историки полагают, что необъяснимое небесное знамение было слишком неудобным для записи. Люди наблюдали сверхновую. Массивная звезда в 6,5 тысячах световых лет от Земли достигла конца жизни и взорвалась. Свет пересек это чудовищное расстояние и все равно прибыл сюда достаточно ярким, чтобы ночью отбрасывать тени. Невооруженным глазом звезда была видна почти 2 года. Днем она конкурировала с Солнцем 3 недели подряд. Остаток этого взрыва виден в телескопы и сегодня. Расширяющееся облако газа и пыли, крабовидная туманность. В ее центре вращается сверхплотный объект, совершающий 30 оборотов в секунду. В 1988 году Советский Союз запустил 2 аппарата к Марсу. Первый потеряли через пару месяцев из-за ошибочной команды с Земли. Обидно, но объяснимо. Со вторым все оказалось сложнее. Фобос-2 достиг Марса в январе 1989 года и несколько недель стабильно передавал данные и снимки. Ученые на Земле были близки к завершению миссии. 27 марта связь оборвалась. Последняя телеметрия показала, что аппарат начал неожиданно вращаться, и после этого наступила тишина. Советские инженеры пытались восстановить связь, но безуспешно. Официальная версия – сбой бортового компьютера, потеря ориентации. Но есть деталь, которая породила десятилетия споров. Среди последних переданных снимков оказалось изображение с длинной вытянутой тенью, падающей на поверхность Марса. Ученые, работавшие с миссией, публично назвали этот кадр аномальным. Поздний анализ предположил, что тень мог отбрасывать сам спутник Фобос, или же это артефакт обработки данных. Оба объяснения правдоподобны, ни одно не стало окончательным. Аппарат до сих пор где-то там, на орбите Марса. В конце 90-х на борту орбитальной станции «Мир» обнаружили проблему, которая звучит как завязка фильма ужасов. Станция летала с 1986 года и к тому моменту была старейшим обитаемым объектом на орбите. За эти годы внутри нее поселилось кое-что незваное. Космонавты и исследователи нашли грибковые колонии за стенными панелями, на оборудовании, на резиновых уплотнителях, на кабелях и даже на иллюминаторах. Конструкция из металла, стекла и синтетических материалов медленно поедалась изнутри. Космическая среда не убила эти организмы, она сделала их сильнее. Под воздействием радиации и микрогравитации штаммы мутировали, стали агрессивнее к материалам, на которых росли, и устойчивее к методам очистки, которыми их пытались уничтожить. Некоторые образцы разрушали титановые покрытия и стеклянные поверхности. Для космонавтов это была прямая угроза здоровью. Для ученых, планирующих длительные миссии к Марсу и дальше, вопрос стоит иначе. Если микроорганизмы так быстро адаптируются в космосе, что еще может измениться на достаточном расстоянии от Земли и за достаточное время? 12 августа 1883 года мексиканский астроном Хосе Бонилья навел телескоп на Солнце в обсерватории Сакатекас. То, что он увидел, заставило его замереть. Сотни объектов, летящих плотной группой, пересекали солнечный диск. За 2 часа чистого неба он насчитал 283. На следующий день наблюдение продолжилось. Бонилья делал фотографии на стеклянные пластины. Каждый объект выглядел размытым, окруженным туманной оболочкой, многие тянули за собой темные хвосты. Бонилья связался с ближайшими обсерваториями в Мехико и Пуэбле. Ответ сделал ситуацию по-настоящему пугающей. Они не видели ничего.
А ведь они находились всего в нескольких сотнях километров. Это означает одно – объекты были невероятно близко к Земле. Настолько, что смещение точки наблюдения на пару сотен километров полностью меняло угол обзора. Позднейшие расчеты показали высоту пролета от 500 до 8000 километров. Когда Банильи опубликовал результаты в 1886 году, редактор журнала списал все на птиц перед объективом. В 2011 году исследователи пересмотрели данные и пришли к выводу, от которого трудно заснуть спокойно. Банильи, вероятнее всего, наблюдал фрагменты недавно распавшейся кометы. Около 3200 объектов размером от 50 до 1000 метров пролетели мимо Земли за 2 суток. Самый маленький фрагмент при ударе дал бы взрыв в 1000 раз мощнее Хиросимы. Если бы все они попали в планету, суммарная энергия равнялась бы глобальной ядерной войне, упакованной в 48 часов. Массовое вымирание, о котором не подозревал ни один человек на Земле. Подписывайся, если хочешь знать, что еще странного случилось в космосе.